друзья! Вы на канале Шить Легко. Меня зовут Светлана. Сегодня мы с вами будем строить выкройку туники с цельнокроенным рукавом и выточкой на большую фигуру. И не только. Я расскажу вам секреты построения такой туники, полуприлегающего или свободного силуэта. Когда вы освоите эту конструкцию, вы сможете шить всевозможные туники, платья, свитшоты. И выточку мы можем смело, конструктивно перевести в подрез или в рельеф. Очень просто. Я стараюсь шить для вас, придумывать модели, которые очень просты в исполнении и которые мы с удовольствием будем не сидеть часами и думать, вот как нам куда какую линию увести. Вот, а точно будем знать, отшив один макет, вот что нам делать дальше. А дальше у нас творчество. Из какого материала можно шить такую тунику? Можно шить его из плотного трикотажа, из любой стабильной ткани. Здесь все зависит от прибавок. Я, допустим, сшила себе домашний костюм из плотного трикотажа, такого, который почти не имеет растяжения, но вы увидите это на картинке. Вот в последующем, но точно так же эту тунику можно положить из льна, из катона, из любой другой ткани. Мерок нам, как всегда, понадобится немного, построение несложное, конструирование легкое. Давайте начинать. Для построения нашей выкройки нам, как всегда, нужны мерки. Обхват шеи, обхват груди, обхват талии. Он не участвует в построении девочки, но мы должны, это как контрольная мерка. Фигуры у всех разные, то есть обхват талии мы должны сколько знать. Обхват бедер, обязательная мерка. Ширина плеч, которые мы измеряем для цельнокроенных рукавов, от косточки до косточки, перекидывая сантиметровую ленту через плечи, от плеча к плечу. Обхват руки – это обхват бицепса, то есть обхват в самом широком месте нашей руки. Длина спины до талии от 7-го шейного позвонка до талии. Длина переда до талии от высшей точки ростка до талии, до веревочки на талии завязанной, которая горизонтально, не с опущением, а вот горизонтально до талии. Высота от линии талии до линии груди. По боку это до воображаемой нашей выточки или до середины груди, до центра груди. И длина изделия. Длина изделия в моем случае это 60 сантиметров. И наше построение мы начинаем от спинки. И потом, значит, после того, как мы легко и просто, я надеюсь, построим спинку с вами, по спинке, внеся небольшие, я считаю, изменения, мы построим выточку, поднимем баланс, поработаем с линией низа. Каждый из вас может построить такую тунику. Поехали! Наше построение мы начинаем от спинки, прямой угол. Чертим прямой угол с вершиной в точке 7. 7 это 7-й шейный позвонок. Вершина точка 7, ближе ко мне вертикаль длины спинки. Начинаем мы наше построение спинки, и это у нас середина спинки. От 7-го шейного позвонка мы отмечаем длину спины до талии. В моем случае это 41 сантиметр. Ставим точку. По этой же линии отмечаем длину нашего изделия, в моем случае это 60. И сразу же от точки Т, то есть 41 сантиметр, вверх я откладываю по линии бока высоту груди. В моем случае это 12 сантиметров. И проводим горизонтальные линии. Линия груди, линия талии, линия низа. Подписываем эти линии. По линии груди мы откладываем 1/4 обхвата своей груди с прибавкой.
В моем случае обхват груди 116, прибавка 8. 124 деленное на 4, 31. Сетка моего чертежа шириной 31 сантиметр. По линии груди откладываем 31 сантиметр. Вы, девочки, откладываете свое значение. И вверх и вниз проводим линию, замыкающую сетку нашего чертежа. Работаем с линией 7-го шейного позвонка. Находим ширину нашей горловины, то есть ширину нашего ростка. Обхват моей шеи 44 сантиметра. У вас каждый сам, девочки, измеряет, и у каждого свой обхват. У меня 44 сантиметра. Полный обхват мы делим на 6. Получается, в моем случае 7,5 сантиметров. И прибавка к ширине горловины по спинке от 0,5 до 1,5. Я рекомендую, особенно в крое с цельнокроенным рукавом, полуоблегающего или свободного силуэта, обязательно брать от 1 до 1,5. Даже для маленьких размеров. Маленький размер берет 1 сантиметр, большой 1,5. Я в основном всегда использую прибавку 1,5 сантиметра. И в моем случае это 9 сантиметров. И от точки 7, от точки 7-го шейного позвонка по нашей линии горизонтальной я откладываю 9 сантиметров. А высота ростка — это значение, деленное на 3. То есть я восстанавливаю перпендикуляр 3 сантиметра и ставлю точку 3. Значение, вот ширину моей горловины 9 сантиметров. Я делю на 3 равные части. И от точки 3 соединяю точку 3 с первым делением. Делю эту линию на 2 и строю горловину по спинке. От точки 3 через точку деления и заканчиваем прямым углом. Следующая мерка, которая нам нужна, это ширина наших плеч. Ширина моих плеч полная 44 сантиметра. Используем мы 1/2, то есть 44 делим на 2, 22 сантиметра. И от 7-го шейного позвонка я по линии вот 7-го шейного позвонка откладываю 22 сантиметра. 22 сантиметра, ставим точку и опускаем сразу перпендикуляр вглубь чертежа. Подписываю эту точку, 22, и скос плеч, строим скос плеча. По перпендикуляру откладываю 1,5 сантиметра, это средний скос плеча. И от точки 3 через точку 1,5 провожу линию произвольной длины, которая выходит у нас за сетку чертежа. Следующее, что мы делаем, мы строим рукав. По линии груди, ближе к нам, это линия сгиба или линия середины спины. Сейчас мы ее подпишем. От линии середины спины к линии бока, по линии груди, вот наша точка. Мы восстанавливаем перпендикуляр к линии среза плеч. У нас автоматически выходит длина нашего рукава. Рукав построен. Займемся отводом по линии середины спины. Отвод посередине спины мы делаем, особенно в больших размерах, в перегибистых фигурах. Когда мы строим цельнокроенный рукав с выточкой или там с выточкой, переходящей в рельеф, ну то есть с выточкой, нам нужно обязательно построить отвод посередине спинки для того, чтобы у нас не шли косые заломы. В моем случае от линии талии я откладываю 1,5 сантиметра вглубь чертежа. И по линии низа, заметьте, те же самые 1,5 сантиметра. Соединяю в прямой линии.
И от линии талии к линии 7-го шейного позвонка соединяю. Мы построили с вами легко и просто спинку. Теперь на основе нашей спинки, внеся небольшие корректировки, мы с вами быстро построим полочку. Полочка будет с выточкой, переходящую в кокетку или рельеф. Или можно просто будет ее оставить так, как есть. По линии бока приталивания нет в этой конструкции, потому что обхват моего бедра 116 сантиметров, то есть 1/4 29, и прибавка у меня получилась 0,5. 0,5 прибавка по бедру для эластичных тканей это нормально. Для неэластичных тканей нужно прибавку сделать 1 сантиметр. 29,5, то есть я на пол сантиметра увеличиваю по линии низа и свожу к линии груди. Девочки, у кого бедра намного больше, чем линия груди, делайте обхват своих бедер плюс 4 сантиметра, деленное на 4, так как мы чертим 1/4. И чертите, у вас будет чертеж иметь немного внизу другой вид. Но все мы разные, и это все нормально. Теперь мы вырезаем нашу спинку полностью, как она у нас есть, с прямым углом, не вырезаем пока отвод. Нам нужен прямой угол для построения полочки. Вырезаем. Готово. Я наложила свою выкройку спинки на чистый лист бумаги. И теперь по контурам мы полностью ее переводим на чистый лист бумаги. Я пересняла свою спинку. То есть у меня получилась точно такая же полочка, как и спинка. Пока. Ближе ко мне это сгиб полочки, это долевая нить по умолчанию. От меня дальше это линия бока. Работаем с горловиной. Ширина моей горловины 9 сантиметров, а глубина по переду, то есть по полочке на 1 сантиметр глубже, 10 сантиметров. И вот от высшей точки ростка я опускаю перпендикуляр 10 сантиметров под прямым углом. Строим прямой угол и красивой вогнутой линией оформляем горловину полочки. С горловиной мы закончили. Идем к линии груди. От сгиба по линии от середины, по линии груди я откладываю 12 сантиметров. 12 сантиметров это центр моей груди. Я большая, то есть у меня расстояние между центрами груди 24 сантиметра. Половина это 12. Контролируйте эту мерку. Но я не хочу, допустим, чтобы моя выточка вот прям вот к центру груди, там стрела Амура была. И я откладываю еще 3 сантиметра к линии бока. Вот так. От этой точки начнется моя выточка. Эту точку я называю ЦГ, центр груди. Эту точку я называю точкой 15. У каждого, естественно, она будет называться по-своему. Строим выточку. Для построения выточки нам нужно две мерки. Это длина спины до талии, в моем случае это 41 сантиметр. И длина переда до талии у меня 48. 48 минус 41 у меня 7. 7 это глубина моей выточки. И по линии бока от линии груди я поднимаюсь на 7 сантиметров. Ставлю точку, называю точка 7. От точки 7 к точке 15 проводим линию. Вот так. От точки 15 к линии бока измеряем по линии груди значение, которое у нас получилось. В моем случае это
16,2. Следующее, что мы должны сделать, отложить от точки 15 по линии 7 точно такое же значение, как у нас получилось по линии груди. Вот так. То есть уравнять выточку. Стороны выточки должны быть равны. В моем случае назову ее точкой 16,2. 16,2. Вот так. Точку окончания нашего рукава, вот она, мы соединяем с точкой 16,2 прямой линией. И наша выточка построена вот так просто. Следующее, что мы должны сделать, мы должны поработать с линией низа. По линии низа, так как у меня и у большинства людей талия не абсолютно горизонтальна, мы снимали мерку, выставляя наш пояс по талии абсолютно горизонтально, но в жизни у нас немножко по-другому. Всегда баланс от талии там сантиметр-полтора чуть, ну вот, опускается. И поэтому я беру вот, допустим, 1 сантиметр, опускаю по сгибу полочки, вот по долевой, 1 сантиметр, 1,5 сантиметра. Возьмите чуть больше. На примерке вы посмотрите, излишек можно всегда срезать, а вот добавить нет. Прикладываю линейку саблю к линии бока и провожу и соединяю эти точки. Выкройка довольно-таки простая. Выкройка универсальная. И я думаю, девочки, я видела, коллеги мои по ютубу делают это сразу на ткани. На ткани ничего не понятно. Выточка у меня уходит в рукав, то есть наш излишек. Когда мы строим выкройку с цельнокроенным рукавом плоского кроя, здесь намного. И этот излишек у нас ушел в выточку. Сидит все изумительно. Значит, вы выбираете, 7 сантиметров это оптимально. Что касается рукава. Мы снимали с вами мерку обхват руки в самом широком месте. Как себя нужно проверить? Измерили. Вот по спинке 23 сантиметра. В моем случае. Теперь измеряем, что у нас получилось по полочке, по рукаву. 18 сантиметров. 23 плюс 18 это 41 сантиметр. 41 сантиметр. Обхват моей руки в самом широком месте, в самом вот большом месте в бицепсе 36 сантиметров. 36 минус 41 получается 5 сантиметров. Это свобода облегания на рукав. Я считаю, это нормально. Чем хороша эта выкройка? Рассказываю. Автоматически. Как нам вычислить вот там длину рукава? Размер больше, то есть по груди, и плечо ваше длиннее. То есть это автоматически происходит. Ваши объемы меньше, и срез по плечу у вас, то есть, тоже будет меньше. Все легко и просто. Хотите приталивание, даете больше прибавку к обхвату груди. Допустим, я дала 8 сантиметров, вы дадите немного больше, сделайте себе приталивание. Обхват бедер у вас большой, то есть вы выводите красивую эту линию. У меня обхват груди и обхват бедер одинаковый, пряменькая такая, прямо скажем. Вот. То есть выкройка у меня получилась такая. Что мы делаем дальше? Мы построили с вами выточку. Мы вырезаем эту выточку, мы можем и заложить, но она у нас, если вы заметили, получается под рукой, то есть почти под мышкой. Я предлагаю пойти другим путем. Можно ее так оставить, но сделать самое простое моделирование. Сейчас я вырежу нашу полочку и покажу, что мы делаем дальше.
Я вырезала переднюю половинку нашей туники или полочку. У нас на бумаге, конечно, не очень любит. Бумага жесткая, на бумаге не очень видно, но стороны у нас равны, и у нас есть вот на выпуклость груди у нас есть объем. Я сшила тунику и сделала не выточку, а кокетку. То есть я разрезала полностью по линии груди. Угол, который получается, мы немного скругляем, абсолютно незначительно, буквально 1 миллиметр. И у нас получилась туника с кокеткой на большую грудь. Не забываем, что по линии спинки мы должны, после того, как построили полочку, срезать отвод. Вот такая чудесная выкройка, простая и без всяких хлопот у нас получилась. Шейте, девушки, и у вас все получится. А если что-то вам осталось непонятно в видео, задавайте вопросы. Я всегда с удовольствием отвечаю на все ваши вопросы. Шейте, и у вас все получится. Всем спасибо, всем пока.